Сколько стоит эта вилла? 65 миллионов евро. Это будет самый дорогой дом, который я видел в своей жизни. 1 миллион евро за один только бассейн? Таких роскошных домов и тачек мы еще не видели. Но во Франции принцы и нищие живут по соседству. Вы здесь живете? Это ваш дом? Бедные захватывают заброшенные особняки. Толпа полицейских лезут через забор, выбивают двери. Но ни один из наших героев не родился миллионером. Я не мечтал в детстве стать богатым. Не так, что хочу стать богачом. Однако одним удалось разбогатеть своими силами, а другим нет. Узнаем у наших героев, какой путь им пришлось пройти, чтобы добиться успеха. Что теперь как залезть-то? Обходить, что ли? Вот так вот. Лакшери тачка. Ну все, let's go! Еду я на родину, пусть кричат уродина. Мы приехали в один из самых дорогих салонов автомобилей во Франции. И сейчас пообщаемся даже с самим владельцем. Погнали вовнутрь. О, я узнал, вот эту машину знаю. Porsche 911. Да? Вон они, смотрите. Обалдеть. La belle époque, oh oh. La belle époque, oh oh. La belle époque. Вот это я понимаю жизнь французского миллиардера, да? Привет. Привет. Вау. Очень приятно. Вау. Меня зовут Сильвия. Вы говорите по-русски? Да, чуть-чуть. Привет. Здравствуй. Я Паша. Артур, приятно. Артур, где мы находимся? Что это такое? Ну, сейчас мы находимся в real estate агентства Вальдхоф, который имеет примерно ценовой порядок от миллиона до 150 миллионов ценовой категории. От миллиона до 150 миллионов Да, долларов. меньше миллиона – это не его вопрос. То есть, если вы что-то ищете, Если я хочу квартирку продать, ему не звонить, да? или проси очень дорого. Вот так приехал к себе домой, идешь немножечко по лесенке. Где мы находимся? Мы в Сан-Конфера. Это приблизительно в 20 минутах от Монако, и это самое дорогое место в мире. По стоимости квадратного метра это самая дорогая недвижимость на острове. И здесь мы на какой-то вилле. Мы в одном из красивейших поместий Сан-Конфера. Отсюда открывается, наверное, самый великолепный вид, который можно купить в Сан-Конфера. Поместье стоит 65 миллионов евро. 65 миллионов евро? Да, 65 миллионов. Должен сказать, я повидал много домов, но эта вилла самая дорогая из всех, которые мне доводилось видеть в жизни. Да, но я знаю, что вы продаете виллы, которые стоят еще дороже. Да. Почему вы мне не покажете более дорогую? Да, есть вилла за 150 миллионов. Бывают дома и более дорогие. Но из тех, что выставлены на продажу, самый дорогой за 150 миллионов. К сожалению, владельцы не любят видеокамеры. Может быть, в другой раз? Кто знает, может, когда вы снова приедете на юг Франции, здесь будет продаваться вилла, где можно вести съемки. Так, Кирилл, где мы? Рассказывай сразу. Мы рассказываем, мы на Бастилии находимся в месте, где живут бездомные люди. Люди, у которых некуда идти, беженцы, просто бродяги, люди, у которых накрыли сквот, которые, например, жили где-то в каком-то доме, их оттуда выгнала полиция. Они здесь. Ну, это самый центр Парижа. Это самый центр Парижа. Одно из самых центральных мест, площадь Бастилии там.
Так что А что это за люди? Это они откуда-то приехавшие? могут быть приехавшие. Очень редко это сами парижане. Ну, там, может быть, 5%. Это, да, это парижане, которые бомжуют и которые просят... либо просят палатку, либо у которых уже все есть. Вот мы дальше пройдем, там парень, у которого все очень давно уже есть. Что это значит? Ну, он давно уже здесь живет. А, его устраивают? в принципе. Да, его устраивает. А никто его отсюда не будет выгонять, не имеет права. А ты его знаешь прям? Не, ну, я видел его, Видишь, что он все время там? но за руку я с ним как-то... А не опасно, если к ним подойти сейчас? Ну, мы можем поговорить попробовать, мы можем попробовать. Вот. Но как любой человек на улице, бездомный, ты от него можешь ожидать как полную отдачу, Да. так и полную апатию, полное отрицание, полную ненависть. Например, я с бездомным однажды пил чай, но как бы где этот бездомный, потом он растворился куда-то. Он был одним из бездомных, которые спокойные, примерные. Вот. Бывают бездомные, которые невменяемые. Ну, раз на раз. Классно быть блогером, приезжаешь так во Францию, тебя катают на Макларене, кормят круассанами. Ой, хорошо. До свидания. Эти машины все ваши? Не все. 60% приблизительно наши, а остальные сданы нам на комиссию, и мы их перепродаем. В принципе, большая часть наши. А если бы я захотел купить все эти машины, во сколько бы мне это обошлось? Если бы я был готов заплатить за все сразу. Около 20 миллионов. 20 миллионов евро? Да, приблизительно. Вы должно быть богач. Я не так уж богат. Видите ли, это сложный бизнес. У нас, конечно, определенные средства вложены в машины, но это именно инвестиции, это не мои деньги, это деньги компании. Вы продаете машины, получаете за них деньги, но когда товар продан, вы покупаете новые машины. И каждый раз, когда машины продаются, компания богатеет, но вы на самом деле не становитесь богатым. Чтобы получить деньги, надо было бы распродать все машины. Я понимаю, что французы не любят говорить «да, я богатый». Нет, я признаю, что у меня есть деньги. Мне посчастливилось заработать. И я начинал с нуля, я много работал ради того, чтобы воплотить в жизнь мою детскую мечту. Я вырос в маленьком городе, который можно сравнить с Архангельском в России. Это маленький город. Я рос, и я был полон надежд. И я хотел работать в автомобильном бизнесе, и я стал работать с автомобилями. И вот я оказался здесь. Но на этом история не заканчивается. И я достиг того, к чему стремился. Но в этом бизнесе много рисков. Деньги не только мои, это еще и деньги банка. Это заставляет продолжать, расти, снова и снова продавать и не дает останавливаться. У нас работает персонал, 10 человек. И это хорошо. Я думаю, я стану по-настоящему богатым лет через 10, если все будет продолжаться, как сейчас. Этого может быть достаточно, но все равно надо развиваться, наращивать бизнес. Риск изо дня в день. Быть богатым непросто. Бедным живется легче, да? Да, я на самом деле так думаю. Мне повезло, я преуспел в жизни. Но что такое успех? Я счастлив в браке, у меня 2 детей. А бизнес? Мы можем судить о том, чего мы достигли. Но на самом деле это немного. Результат хороший, но мог бы быть и лучше. Я не хочу слишком гордиться собой, говорить, что я богат. Я богат по сравнению с бедными, у которых ничего нет. Бизнес полон риска. И на нас работают очень хорошие люди. Так что в целом все прекрасно. А какой площади этот сад? Около 6000 квадратных метров. 6000? Да, а площадь виллы 700 квадратных метров. 700 метров. О боже. А это частный бассейн? Да, и эта конструкция особенная. Можно превратить ее в террасу, а можно в бассейн. Там внутри вода? Встаньте здесь, встаньте здесь. Что? Да прибудет бассейн! Господи! А, это дно бассейна!
This is down floor. It's a swimming pool. Вау, здесь можно посередине стоять и погружаться. You can. Да, погружаться. Если у вас гости, можете посадить их здесь посередине и включить воду. И они поплывут. You turn on. You start putting the floor down. Сколько же это стоит? Хороший вопрос. Дэвид, сколько это стоит? 1 000 000 евро за один только бассейн? Дайте хотя бы потрогать такую водичку. Я живу в Париже уже 5 месяцев. Ага. Я беженец здесь. Ну, подающийся на беженец. Пока не беженец-беженец. А из какой страны ты Я бежишь? из Москвы. Ага. Страна Московия. Москве. Так. Да. И ты здесь подался как беженец, и что? Пока ожидаю решения. Ну, точнее, пока мне пришел мой процесс, он достаточно сложный. Мне пришел уже негатив, но я буду уже судиться, нашел адвоката, и у меня такой работает процесс. А вот это вот тут прям люди вот так вот живут. Вот это их квартира. Ну вот, да, так люди Sorry, живут. can I Извините, ask you? можно вас спросить? Привет, вы говорите по-английски? Вы здесь живете? Это ваш дом? Is your home? Yeah. You speak English? Вы говорите по-английски? Where, friends? Where are you Откуда from? вы? Они из Болгарии. Okay. Вы из Болгарии? Так вы, должно быть, говорите по-русски. Я? Так вы по-русски говорите? А, серьезно, вы говорите по-русски? Правда, что ли? А что вы можете по-русски сказать? Вы по-русски нормально говорите? Маленько. Так давайте по-русски. Мы можем пару вопросов, я могу вам задать? Идемте ко мне. Так, вы мне пишите в комментариях, что наткнулись на наше видео, подсели, смотрите одно видео, второе, третье, все выходные, часами, ждете новых выпусков. Для нас это очень приятно. И я понял, что никогда не рассказывал вам о том, какую же идею мы закладываем в то, что мы здесь снимаем. Идея в следующем. Мы приезжаем в разные страны и путешествуем по всему миру. И наша задача в каждой стране снять не одно видео, а сразу 7, 8, 9 фильмов. Такой сериал. В каждой стране мы стараемся найти уникальных людей с фантастическими результатами, с интересными сюжетными историями. Так, чтобы вы могли через наши фильмы познакомиться со страной полностью. Нам кажется, что про любую одну страну снять только одно видео, ну, как будто бы недостаточно. Потому что можно с разных ракурсов и с разных тем, и с разных людей ее изучить. Поэтому каждый раз, заходя на наш канал, вы можете посмотреть, какой сейчас идет сюжет про какую страну. Потому что мы путешествуем, изучаем новые миры и хотим вместе с вами понять, как же устроена современная наша планета и познакомиться с такими уникальными людьми. Поэтому, кто из вас любит наш контент и хочет с нами быть поближе, у нас есть отдельный телеграм-чат. Я ссылочку оставляю в описании. Там мы раньше всех выкладываем анонсы новых видео, фотографии с бэкстейджа, опросы проводим, что снимать дальше, куда ехать дальше. Поэтому, если хотите с нами чуть поближе пообщаться, заходите к нам в телеграм-чат и давайте вместе дружить. И продолжаем просмотр. Какой звук-то серьезный! Давайте, мини-мини, проезжайте, что там, улыбайтесь. Улыбайтесь. Можно немного прокатиться? Да. Вы сказали, что родились в маленьком городке. Да, почти в деревне. А все люди, которые жили рядом с вами в детстве, добились успеха? Нет. Вы знаете, если все будут успешными, что получится? При капитализме нет равенства. Кто-то достигает успеха, кто-то нет. Не знаю, от чего это зависит. Мне, я думаю, повезло. Еще я много работал. Я был готов работать, не считаясь со временем, и я всегда хотел большего. Это, возможно, заложено у меня в характере. Но я был такой с самого детства. Вы знаете, одни достигают успеха, другие нет. Может быть, в чем-то другом, не в бизнесе. Например, мои родители не готовы заниматься бизнесом, делать деньги. Этот образ жизни им претит. Вы знаете, они работают в больнице, они трудятся на благо общества. И бизнес был им чужд. Понимаете, сама мысль о бизнесе как-то их смущала. Так что на самом деле было странно, что я занялся бизнесом, открыл эту компанию.
До этого я был журналистом, и родителям это больше нравилось. Но затем я открыл свой бизнес. В жизни так бывает. В детстве я не мечтал о богатстве, не говорил себе «хочу разбогатеть». Нет, я просто хотел работать с автомобилями, потому что машины — это моя страсть. И потом возник этот бизнес. В душе я боец, добиваюсь своего. Предположим, кто-то скажет, вы это не сможете сделать. Я возражу, почему же нет? Потому что меня так воспитали. Родители научили меня верить в себя. И они заложили во мне хорошую основу, чтобы я мог развиваться дальше, пробовать новое. Например, прыгать с вышки. То есть, понимаете, верить в себя, пытаться и делать правильный выбор. Ох, ёшкин кот. А это что такое? What is it? Sorry. А это что такое? Что это? Это личный лифт? Здесь два лифта. Это на самом деле фуникулер. Личный фуникулер? Да, и еще есть обычный лифт. Фуникулер следует через все поместье. Здесь есть небольшой уклон. И он подходит ко всем уровням в доме. А этот обычный лифт доходит до гостиной. Охренеть. И есть лифт внутри дома. А можно им воспользоваться? Конечно. Вы вообще могли себе представить, что есть виллы с персональным фуникулером? Для начала представьтесь, пожалуйста. Кто вы? Меня зовут Дон Вальдхоф. Я владелец агентства недвижимости Вальдхоф. И я последние годы занимаюсь недвижимостью. Я в этом бизнесе больше 10 лет. Я занимаюсь продажей и сдачей в аренду лакшери-вилл, главным образом на французской ривьере. От Сан-Тропе до Монако, а также в Куршавеле, а также шале в Куршавеле. Мы специализируемся на недвижимости класса супер-премиум. И сколько стоят виллы? Начиная от миллиона, это абсолютный минимум, и больше. В настоящий момент самый дорогой объект продается за 150 миллионов. В нашем портфолио недвижимости на 2 миллиарда. Это более 500 объектов. Вы можете себе представить, какое это большое портфолио. И это только объекты для продажи. Аренда недвижимости — это совершенно другая область. Здесь портфолио составляет приблизительно половину этой суммы. Вы из Болгарии? Да, Болгария. И вы здесь 3 месяца живете? Yeah. Как так получилось? Бяхме тук 5 години. Вот? 5 години. Что, 5 год? 5 години сме в Франция. 5 лет. Да. Одихме 5 месеца в България. После върнаме се тук. И сега живеем 3 месеца тук. А это твоя семья? Да, моето семейство. Жена? Моя жена има деца, Ребенок? 2 деца там. Това момче мое. 4 деца. 4 детей у вас? 4 деца. А вас отсюда нет, прогоняют? Что вы можете здесь спокойно находиться? Да. Спокойно. А у вас документы какие-то есть? Всичко е ред. Всичко, документи, всичко. Ну, Френски документи. Булгарски документи. Надо быть не только богатым, но и сильным еще, чтобы это открыть. И гибким. Все, спасибо. Все, классно, спасибо большое. Завтра заберу. Сегодня пусть тут постоит, и потом Макларен. Люди это посмотрят и скажут: «Ого, как он рискует! Он должен платить за машины, за площадь, за страховку, уплачивать деньги банку. Какой стресс!» Да, это огромный стресс. И как вы работаете при таком стрессе? Я о нем не думаю. Видите ли, риск сначала обдумываешь, а потом рискуешь. Если все время нервничать, тебя переклинит, и ты не сможешь действовать. Ты будешь думать, что надо что-то сделать, и не сможешь. То есть надо просчитать риски, а потом действовать спокойно и уверенно. Конечно, стресс высокий, и всякое может случиться. Как вы овладели этими премудростями? Вы же сказали, что ваши родители не занимались бизнесом.
Не занимались, я не знаю. Я все освоил сам. Я начал работать сотрудником в компании. И я понял, как это работает. И потом мы с партнером открыли и стали развивать свой маленький бизнес. У нас была маленькая мастерская. То есть мы открыли эту мастерскую, и в то же время мы продавали машины. Мой день начинался в 6:30 или в 7. Я открывал мастерскую и работал до 9. Потом с 9 утра и до 8 вечера я работал в такой компании, как эта. А с 8 до 10 вечера я снова работал в мастерской. И мы с партнером основали эту компанию. Потом мы ее закрыли, потому что бизнес не пошел, потому что компания зависела не только от нас. И мы поняли, что если бизнес зависит от кого-то еще, вы всегда можете оправдаться. Это не я не виноват, это кто-то другой виноват. А если бизнес зависит только от вас, то и ответственность лежит только на вас. То есть вы работаете, развиваясь шаг за шагом, вся ответственность лежит на вас, и вы не боитесь рисков. Именно. Просто просчитываю риски. Это сложно объяснить. Это главным образом зависит от вашего характера, вашего настроя, от вашего воспитания. Я всегда говорю, что людям, может быть, нужно больше здравого смысла. Знаете, не надо просить у банка 4 миллиона евро, если вы не сможете расплатиться. То есть, если я смогу расплатиться за кредит в 500 тысяч или миллион, этого достаточно. А дальше будущее покажет. И если вы пойдете на слишком высокий риск, вы разоритесь. Это зависит от здравого смысла. Нужно выдерживать баланс. Мы с партнером допускаем разумный риск, и это срабатывает. Это на самом деле зависит от человека. Друзья, вы мне в комментариях пишете: Паша, хотим больше про бизнес, хотим интервью с предпринимателями, хотим узнать, как там все внутри у них устроено, чтобы научиться повторить и сделать так же. И поэтому я очень рад, что спонсором сегодняшнего выпуска является Александр Долгов. И у него есть, смотрите, какой чумовой подкаст. В нем есть интервью и с Олегом Торбасовым, и с Юрием Белонощенко, и рестораны, и риэлторские компании, и салоны красоты, и все, что нужно для того, чтобы разобраться в бизнесе. Он практически каждую неделю выпускает подкасты. Это такой простой, честный разговор с предпринимателями о том, как они создают свои бизнесы. Для меня это вот просто кладезь знаний. Вы можете зайти, все посмотреть и разобраться. Все бесплатно, поэтому я очень рад оставить ссылочку в описании под этим видео на подкаст Александра Долгова. Заходим, подписываемся, смотрим и впитываем самые полезные знания. Ну и становимся богатыми немножечко. Ссылочка в описании. Я знаю, что во французской культуре, так же как в русской, если видят богатого человека, то многие не верят, что он заработал свое состояние сам. Думают, что у него деньги изначально были, он их получил от родителей или достал нечестным путем. Какова статистика среди ваших клиентов? По вашим оценкам, какой среди них процент тех, кого называют self-made, кто все заработал сам, и тех, кому, предположим, отец оставил деньги, или кто-то работал в правительстве и благодаря этому разбогател? Я думаю, что self-made составляют 80%. 80%. Да, 80%. И я думаю, только 20% — это богачи во втором или третьем поколении. Они активно не работают, и всегда видно разницу. Всегда понятно, кто зарабатывал состояние сам, а кому деньги достались без личных усилий. Они очень различаются. А в чем главное различие? По-моему, главные черты людей, которые заработали свое состояние сами, в том, что они очень эффективно решают проблемы, эффективно взаимодействуют. Для них характерна эффективная коммуникация. С другой стороны, те, кто не стремится зарабатывать, кому не нужно развивать бизнес, общаются и взаимодействуют с людьми неохотно. С ними трудно иметь дело, они считают, что им все должны. И, по-моему, это очень важно. Если ты хочешь стать богатым,
богатым, в моей жизни тоже мне удалось заработать состояние. Главное — это не останавливаться. В какой-то момент человек может расслабиться, начать выпивать, проводить время на вечеринках, что-то праздновать, все время ездить отдыхать. Но это кратчайший путь к потере успеха. И это плохо для всей вашей жизни, для самоощущения. По-моему, лучшее время в жизни — это когда человек старается развиваться, стремится к совершенствованию, смотрит вперед. Это важно и для вашей личной жизни, и для тех, кто вас окружает. Вы знаете, мы снимаем много видео, а потом я читаю комментарии. В них кто-то пишет: «Вау, ролик произвел на меня впечатление. Я понял, какой образ мысли у этого человека». А часть зрителей пишет: «Я не верю, это все неправда. Вы актера наняли. На самом деле он не богатый. А если и богатый, то получил деньги от отца или где-то повезло украсть. Это нечестные деньги». Недаром говорят, что среди богачей честных людей нет. Большие деньги честными не бывают. А вы говорите, таких, кто сам разбогател, 80%. Почему, по-вашему, те, кто не верит и пишет такие комментарии, так думают? Я думаю, что в жизни самое простое — говорить «это невозможно». Это освобождает человека от того, чтобы как-то улучшить свою жизнь. Можно сказать, и это фейк. Тогда мне нет смысла что-то самому делать. Если вы считаете это невозможным, вы ничего и не станете делать. Если вы считаете что-то возможным, то берете и делаете. Вам ничем не поможет, если вы будете думать об успешном человеке, что он украл деньги или кто-то их ему дал. Конструктивный подход — спросить: «Ребята, как вы это делаете?» По сути, это как раз то, что вы показываете в своих видео. Я считаю, что вы приносите пользу обществу, расспрашивая состоятельных людей, как они пришли к успеху. И я думаю, что если прислушаться к тому, что рассказывают успешные люди, можно многому научиться, многое почерпнуть из их рассказов. То есть надо быть открытым и не искать себе оправданий. Представьте, лифт, персональный лифт со стеклянной стеной, с таким шикарным видом. Готовы? Я приглашаю вас. Почувствуйте, как будто это ваше. Приятно слышать. Еще одна верандочка. Ох ты ж, ох ты ж, вот это да. Ой, ой. Ну, вот в комментариях вы все время жалуетесь, что я кричу, но это же охренеть как, ребята. Это просто охренеть. Вы понимаете, что это не картинка какая-то, а здесь реально люди живут. Понимаете? 67, ёшкин кот, миллионов долларов. Итак, вам здесь нравится? Мой русский бедноват. Я сказал, что мне нравится дом. Я думаю, это зал для собраний. Да, здесь гостиная, столовая. В этой комнате занимаются заключением сделок. Заключением сделок, любовью, много чем. А, любовью тоже, да? Любовью тоже. Боже мой, все материальчики такие. Let's play. Давайте поиграем. Вы готовы поиграть? Вероятно, я и проиграю. Определенно проиграю. Конечно, вы должны проиграть. Блять, это... Ну это просто... Нет, смотрите, какой вид. Ну, ты выглядишь счастливым человеком. Да, счастливый человек. Просто многие люди страдают и говорят, что у них в жизни что-то не хватает, им недостаточно денег. Ако страдаем, какво ще стане? Ако я плачем, ревем, какво ще стане? Како може вие да правите? Како доните за нас? Нищо. Ничего. Ако я, моя женчо, ревем, тук много зле, има Мишко.
как если телевизия, вот, политики, если все политики. Тут политик не добро. Нет. Ну, желаем вам хорошей жизни, чтобы у вас все было хорошо, все налаживало. Спасибо большое, что уделили время. Почему получается, что люди здесь в таких условиях живут? Им нормально, у них нет высоких ожиданий, и они спокойно живут здесь. Они не стремятся, например, сделать себе документы. Они, к примеру, те, кто сзади нас, могут жить во Франции больше 5 лет. И они могут натурализоваться, но они этого не делают, потому что у них нет желания, или они не собирали какие-то документы. Базово, если ты живешь во Франции на улице 5 лет, собирая чеки, ты можешь постараться натурализироваться, получить паспорт гражданина Франции. Зная язык, зная базовую историю Франции. Да. Но у людей, которые живут на улице, чаще всего у них просто апатия, у многих антисоциум, потому что многие люди живут, либо, если им хорошо, они хотя бы семьей живут. Есть люди, которые живут одни, у них там целые здания и, своеобразные из палаток. Им окей, они живут так годами, они выходят, у них рутина, это он вышел к булочной, попросил денег, 10-20 евро он настрелял за день, потому что добрые французы чуть-чуть со сдачи дадут. И спокойно он живет дальше, завтрашний день. Но ему все равно, если он через 2 дня он умрет, через 3 дня. То есть у него нет дальнейшего. Дальше у него цель — это прожить до завтрашнего дня. То есть это тот самый здесь и сейчас? Да, да. А можно садиться, пока владельца нет? Тут дверь даже не открывается. Это надо залазить туда. Ладно, не буду, а то у нас огонь. Слушайте, это вообще... Я думаю, что для тех, кто любит тачки, это просто рай. Все такие спортивные, натертые, с тоненькой резиной. Мне вот это нравится. Давайте, надо протестировать его. А где тут тоже ручки нет? Это же не страшно открыть их. Астон Мартин. Вот это я знаю. Я на этом катался. Это красиво. Чай принесите, что там снимаешь? Тебе гачок принеси. Серьезно, что тут? Какой-то теперь. Друзья, чтобы эти выпуски происходили, нам нужно совершить какое-то невероятное количество событий, чтобы у нас была машина, чтобы у нас были апартаменты, чтобы у нас было где жить. И поэтому каждый раз есть люди, которые нас выручают и помогают. Например, Ян. Он все дни возил нас на этой чудо-машине, чтобы мы успевали приезжать вовремя, всегда и везде. И мы под этим видео оставляем ссылку на сообщество Яна, где собираются 1000 людей, которые хотят куда-то эмигрировать, куда-то переехать, в частности, во Францию или в Париж. И вы можете там найти любую поддержку, помощь, ответ на свои вопросы и найти в том числе единомышленников, если вдруг вы хотите переехать во Францию. Поэтому ссылочку оставляем, а тебе огромный респект. Спасибо тебе. С удовольствием. Те, кто будет смотреть этот ролик, скажут: ну вот он красивый, он продает красивые машины, он живет во Франции, и у него большие возможности. А вы когда-нибудь делали крупные ошибки в бизнесе? Когда у вас было ощущение, что еще момент, и все рухнет? Какой был самый ужасный момент в вашей карьере, когда вы чувствовали, что у вас иссякла энергия? Был такой момент. Вы знаете, я женат на русской. И когда мы должны были пожениться, я потерял работу. А мы были обручены, и я должен был оплачивать свадьбу, а у меня не было денег. Я попросил у родителей, но они не такие богатые. Итак, я продал машину, я потерял работу, и мы поженились. И я ощущал на себе большое давление, потому что я хотел как-то наладить свою жизнь. А без работы чувствуешь себя лузером. Но я по натуре не лузер. Так что я просыпался каждое утро и пытался найти грёбаную работу. Так что я выходил из дома, садился на поезд. И тогда было самое тяжелое время.
Я хотел бы поговорить про самый плохой день в этот период. Вы помните такой день? Я помню, потому что я был без средств, и я надеялся, что родители мне снова помогут, потому что я заплатил за свою учебу. Но жизнь становилась все сложнее. И я уже начинал думать, что, может быть, стоит поискать другой способ заработка, может быть, какой-то незаконный, потому что были друзья, которые говорили, что им достаются деньги очень легко, и тебя убеждают. Если ты что-то то же самое сделаешь, то тоже сможешь легко заработать. И тебя это соблазняет. Какого рода этот легкий заработок? Знакомый предложил. В одном месте что-то по дешевке покупаешь, а потом перепродаешь. Какая-то незаконная перепродажа имелась в виду. Но не наркотики, что-то более невинное. Я посоветовался с женой. Она была против. И я решил не ввязываться. Это было не для меня. А с тех пор я этого парня больше не видел. Для женщин очень важно, чтобы вы сделали ее жизнь безопасной, чтобы давали деньги. И в то же время вы должны быть таким нормальным мужчиной, хорошим мужем. Что вы говорили ей в тот период? Она вас критиковала? Нет. Она меня никогда не критикует. Она всегда меня поддерживала. И я, конечно, за это ей очень благодарен. Она никогда на меня не давит. Но я сам знаю, что я должен делать. И поэтому мы счастливая пара. Она просто помогает мне выбрать правильное решение и никогда меня не критикует, потому что это никогда не работает, особенно с таким парнем, как я. У меня сильный характер. Если меня критиковать, из этого ничего хорошего не выйдет. И я знаю, что в России брак устроен не так, как во Франции. Русский мужчина должен быть всегда патриархом. Он должен всем обеспечивать семью, жена должна заниматься детьми. И это должна быть такая идеальная жена. Во Франции все немного по-другому. Я всегда платил за ресторан. В России мужчина должен это делать как джентльмен. Но во Франции платят оба партнера. Так понимается равенство. Если ты хочешь быть частью этой пары, то должна делать свой вклад. Видите, здесь это по-другому. И она стала работать. И я тоже работал. Я зарабатываю больше, чем она, но она тоже себе на что-то зарабатывает. Она никогда на меня не давит, чтобы я работал, а она только наслаждалась комфортом. Так ничего не получится. Ох ты ж, бляшкин кот, а. Ну, это вообще невозможно просто. Очень круто. Очень круто, друзья мои. Я не знаю, как вы, но меня это очень мотивирует. Когда видишь, что такое существует, и что, в принципе, это только вопрос денег. Разве есть еще какие-то причины, чтобы работать, поднять задницу, двигаться каждый день? Друзья, запомните, я когда-нибудь куплю такой седан. You're buying it? Yeah, I will buy. We have a deal? Я I will тоже buy такой like куплю. this. Maybe not this, but like this. Хотите посмотреть джакузи? Yeah. Да, It's just here. Yeah. So we have это там, внизу. Сейчас down покажу. there. I mean, you decide if it makes sense to show. Let's also put this there. Ух. Yeah. So here It's a place for love. Это место для любви. it is. Да. And what's amazing Что здесь here, замечательно, так это то, что отсюда прекрасный вид и на море, и на эту великолепную виллу. you know, Так что вы были правы про место для любви. Друзья, поскольку вы пишете в комментариях, что вам нравится то, что мы делаем, нравится наш контент, хотя, конечно, не все, некоторые ругают, но тоже нормально бывает. Так вот, поскольку мы снимаем travel, ездим, путешествуем, то вообще-то вы должны знать, что это сделать нелегко. Нужно организовать перелеты, проживание, пропитание, операторы, меня привезти. Всем все это заранее нужно со всеми договориться. Работа большая, поэтому напишите в комментариях, как вы благодарите нашу команду, потому что они будут видеть, что вы цените труд всех. А то пишут, что Паша молодец, что Паша, я вот столько вопросов задаю, а все остальное делают умные люди. Так вот, и каждый раз, когда мы приезжаем в какую-то страну, нам нужно где-то жить, потому что это все стоит очень недешево. Но в каждой стране появляются люди, которые нас выручают. Да?
Ну, куда вас девать? Спасибо тебе за это большое. И так вот. И такие люди занимаются не только благотворительностью, но и делают еще прекрасные проекты. Ты вот что, например, делаешь? Я занимаюсь недвижимостью уже достаточно много лет. Вместе со своей командой подбираю элитные объекты недвижимости в Париже и округах. То есть если люди хотят купить дорогую элитную недвижимость в Париже, например, то это к тебе. Только ко мне. Супер. Ну, ссылочку мы, конечно, оставим. Заходите, посмотрите, напишите, и можете обратиться, если вам нужна дорогая, крутая недвижимость. Это никакая не реклама. Сразу вам говорю, а то пишите, у вас реклама. Это не реклама. Это благодарность за то, что люди нас поддерживают и помогают. Поэтому, если в вашей стране вы тоже хотите нас поддержать, напишите нам, мы всегда будем только рады с вами дружить, и, может быть, познакомимся. Продолжаем просмотр. Вы знаете, мы снимаем видео, и когда я спрашиваю человека, как он достиг успеха и богатства, он говорит, надо работать, быть дисциплинированным, целеустремленным. Кто-то скажет, это очевидно, что здесь интересного? Как по-вашему, почему пишут подобные комментарии? Что нет ничего интересного? Да, что все и так понятно. Расскажите что-нибудь более конкретное, раскройте секрет. Вы говорите, работа, дисциплина, целеустремленность. А секрет-то в чем? Вы скрываете достоверную информацию. Почему люди так думают? Люди разные, я не знаю. Так считает часть зрителей. А вы что на это скажете? Я считаю, что каждый, кто старался на чем-то по-настоящему сконцентрироваться, будь то наука или бизнес или образование, что бы то ни было, откроет в себе куда больший потенциал, чем казалось вначале. А если человек ищет отговорки, что это невозможно, это и будет невозможным. Если кто-то говорит, что это возможно, он прав. И если говорит, что невозможно, то тоже прав. Все зависит от человека, каждый решает для себя. Давайте поговорим о ваших клиентах. Какие ниши они занимают в бизнесе, в каких сферах работают? Потому что если они богаты, это значит, что они выбрали хорошую нишу. Вы можете назвать топ-3, топ-5 отраслей. Значительная часть наших клиентов тоже работает в сфере недвижимости, будь то коммерческой или частной жилой. Среди клиентов есть девелоперы, которые покупают и перепродают лакшери-недвижимость. Они покупают поместье за 10 миллионов, делают реновацию и продают за 20. То есть это крупные девелоперы. Есть люди, которые работают в разных сферах бизнеса. У них предприятия. Например, в России, в других странах по всему миру. Есть люди, которые занимаются продажей сырьевых материалов, у которых есть какая-то торговля по всему миру. Очень разные виды бизнеса. А сейчас многие заняты в онлайн-бизнесе. Какого рода онлайн-бизнес? Я слышу, что это маркетинг, онлайн-продажи. Я встречал некоторых клиентов, которые занимались криптовалютой. Их не так много, но были клиенты, серьезно вовлеченные в эту отрасль, которые стали очень богатыми. Некоторые говорят, ему просто повезло. Он родился в Монако, у него много возможностей. А мы живем в маленьком городе, где возможностей совсем нет или очень мало. Что вы таким людям скажете? Я думаю, уж поверьте мне, здесь многие тоже борются за выживание. У многих жизни очень тяжелая. Вы знаете, самые крупные клиенты, и их много, из России и из соседних стран, бывших республик Советского Союза. Они родились не в Монако, но им удалось преуспеть, из какого бы города они ни были. Они предложили людям какой-то товар или услугу, добились успеха и приехали сюда наслаждаться жизнью. То есть откуда бы вы ни были. Вы говорили про сильную конкуренцию, но вам удалось достичь успеха, несмотря на эту конкуренцию.
Может быть, в маленьком городе в России, например, в Воронеже, я там однажды был в гостях, нет большой конкуренции в сфере лакшери недвижимости. А в Монако высокая конкуренция в этой области. Приходится усиленно трудиться, чтобы стать успешным. Они выглядят вообще счастливыми людьми. Конечно. Улыбаются, радуются. Они вместе. То есть их все устраивает просто. Да. Как я понимаю, это, вот обычно такие цыганские таборы, как вот он сам сказал, это ребята спокойно стоят у банкоматов, они сменяют друг друга, так как они семья, они просто просят на углу около банкомата, как я вчера видел, и просто друг друга сменяют, вот у них такой поток денег. Чуть-чуть им дали, им на всех хватает. Вон у них там есть плита, они готовят. Там еще кухня? Плита маленькая, да? И они вечером выходят, готовят. Окей, но ты, когда сюда переезжал, ты как-то все это избежал? Я избежал этого, да. Мне повезло, считай. Повезло, то есть ты мог в таких условиях жить? Я спокойно мог, конечно. У тебя не было денег, средств? Денег у меня было немного. Сколько? У меня 200 евро было с собой в кармане. Ну да, это... Ты уехал из страны с 200 евро Да, всего? да. Больше вообще не было? Нет, ничего не было. Либо это слабоумие, либо отвага. Что из этого? Это были вынужденные обстоятельства. А что случилось у тебя? Война началась. И ты из-за этого... Ко мне постучались, да. А что ты такого делал? Некоторые вещи я делал, я особо о них не распространяюсь. Но суть в том, что я могу коротко сказать, что я единственный человек из семьи, который не сидел в тюрьме. Вот. И, видимо, наше государство хочет это сейчас исправить. Ты с 200 евро оказался в Париже. Да. И как так оказалось, что тебе их денег хватило? Я даже могу сказать, что в первые 2 месяца я их не потратил. На что ты жил? Я жил у добрых ребят. Во-первых, я пришел, у меня было с собой не только 200 евро, но и мой чайный набор. В Москве мое хобби было это китайские чайные церемонии. Я проводил чайные церемонии ребятам с каучсерфинга, это приложение, на котором ты ищешь себе диван на день, на 2, на 3, и меня соглашались брать. Потом я просто общался вечерами с ребятами, и томными вечерами за чаем они мне находили следующих ребят. И так я вышел на человека, у которого живу 5 месяцев уже. Вау. Да. Так, и ты сейчас еще в этих условиях? Да. У тебя пока здесь нету особо дохода? Документов нет, да, я работаю удаленно, и на жизнь хватает. Вау. То есть, в принципе, риск того, что ты останешься без дома, он еще остается. Конечно. То есть, я уже за 5 месяцев здесь, за 6 месяцев здесь обзавелся кругом друзей. Вот так надо продавать тачки, друзья мои. Когда-нибудь себе такое, наверное, прикупим, да? Друзья, значит, если вам нравится то, что мы снимаем, поставьте нам лайки, колокольчик, подписочку. Может быть, и я когда-нибудь куплю. Итак, у вас был плохой день. Вы себе говорите: «Не хочу быть лузером, может заняться продажей наркотиков», а ваша девушка говорит: «Ничего страшного, я думаю, что все будет хорошо». А вы помните день, когда что-то сдвинулось у вас в душе, и вы почувствовали, что все хорошо, и вы можете достичь успеха? Я устроился на работу в компанию. Это было на самом деле жестко, потому что хозяин не уважал своих сотрудников, нарушал условия контракта, не сдерживал свои обещания. Но я все равно продолжал работать, потому что считал, что это правильный выбор. Я работал в автомобильном бизнесе. Этот парень вел себя не по-джентльменски. Когда я это осознал, я стал критиковать его методы, и я понял, что впоследствии, если я буду работать на себя, у меня получится лучше, чем у него. А он был убежден, что это никогда не произойдет. Но однажды произошло. Вот так. Это была хорошая мотивация. Это была хорошая мотивация, потому что я на самом деле усердно трудился. И теперь ваша компания крупнее, чем его? Да. Вы ему не позвонили? Нет, я его игнорирую. Не хочу иметь с ним дело. Он для меня не существует.
Его компания зарабатывает за год, может быть, 15 миллионов евро. А наш результат за прошлый год — 100 миллионов евро. Так что мы теперь в 7 раз крупнее, чем его компания. Это хороший результат. Хорошая месть. Но теперь, когда вы многого добились, вы, возможно, помогаете кому-то идти к успеху. Я надеюсь. Поэтому мы задаем наши вопросы. Вы знаете, я не хочу повторять то, что пишут в Инстаграме. Если у тебя есть машина, значит, у тебя есть успех. Но на самом деле так и есть. И если люди смогут научиться на нашем опыте, моем и моего партнера, во Франции, и, я надеюсь, в любой другой стране, если вы хороший человек и вы усердно трудитесь, у вас есть шанс, есть возможность. И я говорю своим детям, моим 2 дочерям, что если они будут учиться в школе и будут хорошими людьми, то то, что они захотят, может исполниться. Это произошло со мной, а я не гений. Я не изобрел электричество или автомобиль. Я не произвожу машины, но я их покупаю и продаю. И я стараюсь делать это хорошо, действовать разумно. И если я это могу, другие тоже могут. Надо верить в себя, не быть эгоистом, потому что сейчас много эгоистов. Люди показывают в Инстаграме: у меня есть яхта, у меня огромная квартира, у меня красивая жена. Если вам это нужно самому, потому что это заставляет вас двигаться вперед, купите все это. Ради себя, а не для того, чтобы произвести впечатление на других. Пускать другим пыль в глаза мне неинтересно. И незачем демонстрировать свой образ жизни. Мы показываем свою компанию, свою работу. Но моя частная жизнь только моя. Это совершенно разные сферы. Так что делайте то, о чем мечтаете. И надеюсь, у вас все получится, как это получилось у меня. Спаленка. Двухместная, с прекраснейшим видом. Гардероб. Нашли? Огромный гардероб, друзья. Огромный. Идемте смотреть скорее. It's not one, it's two. Не одна гардеробная, а 2. И 2 ванные. Это для нее, разумеется, она красивее. У женщины всегда ванная комната красивее. Это для нее. А здесь для мужчины отдельная ванная. Мой друг, у меня есть традиция. Мы должны туда забраться. Супер! Я не знал, что есть такая русская традиция. Это не русская традиция, а лично моя. Размер хороший. Да, размер хороший. Как видите, как еще сюда попасть? Надо риэлтору сказать, что ты собираешься его купить. Окей? It fits. You think it's good? We have a How deal. you feel? Хорошо, мы этот дом продали. Я счастлив. Слушайте, ну, конечно, все детали. Это ванная для женщины. А есть еще ванная для него. Ясно. Почти такая же великолепная. Вы когда-нибудь видели ванну Infinity? Такую, как эта. Во сколько мне обойдется содержание такого дома за месяц, когда я его куплю? Приблизительно 500 тысяч евро в год. 500,000 per year of running costs. Yes. В этом доме работают 6, нет, 9 человек персонала на полную ставку. One second. 500,000 Per year. per year. Yes. 500 тысяч евро только за то, чтобы этот дом... Give or take, but let's say it will always range. Может быть, по-разному, но приблизительно столько. В таких домах всегда работает 7-9 человек персонала. И я хочу проверить, на сколько секунд мне хватит, How many seconds? How many и seconds? таких монет вам нужно 500 тысяч. Я хочу подсчитать, на сколько секунд проживания в этой вилле мне хватит этих денег. Похоже, мне и на 1 секунду денег не хватает. Окей. Sorry. Not good customer today. Когда вы заключаете сделку с покупателем, вы наблюдаете, как он принимает решение.
И многие думают, что когда богатые люди заключают сделки, они это делают только для себя. Все для меня. И это как бывает у детей. И это не нравится, то не нравится. Это на самом деле так. Иногда да. Помните, мы говорили, что одни сами заработали состояние, а другим оно досталось без усилий. Если клиент сам деньги не зарабатывал, это может быть так. Они рассуждают: это хочу, это тоже хочу. А когда человек сделал себя сам, когда он активно работает, он подходит несколько иначе. Обычно же богатые люди бывают щедрые. Они выбирают хорошую виллу, чтобы их семья жила в комфорте, чтобы семья была в безопасности. Обычно они бывают очень щедрые, и они выбирают тщательно, не принимают поспешных решений. И этим они, на мой взгляд, отличаются от менее успешных людей, которые не склонны желать слишком многого, потому что не хотят отдавать слишком много. Я думаю, что в жизни надо больше отдавать, и тогда вы больше получите. По-моему, не надо подсчитывать каждый цент, который вы кому-то отдаете. И если вы хотите добиться успеха, надо быть щедрым, надо уметь разговаривать с людьми. То, как вы относитесь к людям, по-моему, очень важно. Ты без денег в чужой стране, еще только вот 5 месяцев здесь, скитаешься по чужим квартирам. Да? У меня просто есть линия, по которой я иду. Я понимаю, что окей, я не загадываю дальше нее. То есть сейчас я сужусь, считаю, с Францией. Окей, что я могу в этом случае сделать? Я нашел адвоката. Я поговорил с адвокатом. Что я еще могу сделать? Ничего. Если я буду сидеть там, плакать без остановки, от этого моя ситуация не изменится. Поэтому мне приходится радоваться. Поэтому мне приходится находить людей здесь, с которыми я взаимодействую, с которыми я иду на джаз, танцую с ними, с которыми я бегаю здесь вместе, с которыми пью чай здесь вместе. Но это особенность человека выживать. И выживать именно в социуме. Поодиночке это слишком тяжело. Класс. Но возможно. А сколько тебе лет? 26. Ну ты в этом смысле еще молодой достаточно. Да. То есть тебе еще можно не страдать. Молод, чтобы жить на улице. Да. Мол, да, для того, чтобы... Окей. Ну, то есть у тебя семьи, жены, детей еще пока нету? Нет. Свободный, гуляющий человек? Свободный, гуляющий, марширующий по Парижу. Да. А как ты выбрал Париж? Почему именно сюда? У меня были документы, у меня было... Если ты запрашиваешь беженство, ты запрашиваешь только в стране, которая тебе дала визу. У меня была гостевая, самая обычная туристическая виза Франция. Естественно, вся администрация находится в Париже. Самый дешевый билет я летел из Таллина в Париж. Все, так я здесь оказался. Здесь нашел людей, они меня записали в посольство, не посольство, а... В общем, записали меня на прием именно по подаче на беженство, и все так и закрутилось все. Удивительная, конечно, жизнь у людей бывает. Но у тебя есть какая-то долгосрочная цель? Ты вот хочешь к чему-то прийти, что-то достигнуть, что-то сделать? Понятно, что сейчас есть насущные проблемы, да? Но если представить, что ты их решил, что дальше? Чайную открыть, например, в Париже. Потому что я вижу, что здесь очень слабо. Они очень любят кофе, но с каждым парижанином, которому я провожу свою чайную церемонию, он такой типа: о, окей, я хочу, чтобы это было здесь. Но такого здесь не найти. У нас в России такого полно. У нас чайная культура еще с 90-х развивается, да. Здесь, только лет через 20, может быть, они догонят. Класс. Может быть, с моей помощью. Супер. Мы тебе желаем, чтобы это произошло обязательно. Да, спасибо. Спасибо, что уделил нам время. 5. Решение тебе побыстрее всех твоих вопросов документальных. Спасибо. Чтобы ты чувствовал себя уже свободным человеком. Да, понадеюсь, что буду чувствовать себя свободным. В следующий раз приедем к тебе чай пить. В твою чайную. Супер. Всегда мечтал о кабриолете. Знаете, вот чтобы верх был открытый, и ты мог в дорогом автосалоне крутить. Это вообще удобно? Вот реально, это люди играют так? Я понимаю, игры богатых. Тут ничего не поделаешь. А сколько такая штука стоит, знаете? 200-300 тысяч рублей? Это может и дороже.
200-300 тысяч рублей нехило так. Без телевизора что-нибудь. До полляма доходит. До полляма? Ну, как раз до полляма ладу можно купить какую-то. Либо ладу, либо вот это кресло кабриолет. Если ты психанул, можно так дергать еще. Некоторые ваши друзья, которые живут рядом, не достигли успеха. Как по-вашему, в чем была их ошибка? Что эти люди, не добившиеся успеха, не поняли, что сделали не так? Я не могу судить других людей, рассуждать о том, где они неправильно поступили. Вот со мной учился в школе один парень. Он не преуспел в бизнесе. Но, может быть, он был лучшим братом для своей сестры, лучшим сыном своих родителей. Может быть, он преуспел в чем-нибудь другом. Жизнь не ограничивается бизнесом. Может быть, он просто хороший человек. А быть хорошим человеком — это уже достижение. Когда человек будет умирать, ему будет 90 лет, и он будет сидеть на кровати, подводя итог своей жизни, он спросит себя, что я сделал в этой жизни. А он делал добрые дела. Возможно, этого и достаточно. И знаете, у меня есть хорошие друзья, близкие друзья. Мы подружились, когда нам было 5-6 лет. Сейчас их жизнь совсем не похожа на мою. Но вы знаете, они счастливы. Они с женой живут на 2000 евро в месяц, и у них 2 детей. И они совершенно счастливы. Они живут в сельской местности, на природе, дышат свежим воздухом. И я думаю, что им этого довольно. Друг не хочет такой жизни, как моя. Начинать рабочий день в 8 утра и заканчивать в 9 вечера, не видеть вокруг себя зелени, не отдыхать в выходные, потому что я работаю 6 дней в неделю и отдыхаю только в воскресенье. А я не хочу его жизни. И если он мне звонит в 7 часов и спрашивает, где я, а я отвечаю, что в офисе и работаю, то удивляется. Он спрашивает, когда мы увидимся. А я говорю, что не знаю, потому что занят бизнесом. Знаете, это такая странная жизнь. Это жизнь высоких скоростей. Это жизнь, в которой каждый раз надо принимать решения. Жизнь, полная стресса. Не всем такая жизнь по душе. Моим родителям она не нравится, и они за меня беспокоятся. Они мне твердят: «Отдохни». Я хожу с друзьями в ресторан, или мы идем в ночной клуб, а потом у меня опять работа. Одним такая жизнь кажется прекрасной, а другие ее не приемлют. Вау! Личный кабинет спа. Конечно, конечно. Ну-ка, что тут есть? Сауна, хамам. А это что? Сауна, хамам. А здесь у нас тропический душ. Ой, я немного перепутал. Тропический душ там, а это туалет. А это для чего? Я думаю, это для спа. Это для чистки зубов, потому что зубы надо чистить 3 минуты. А это для сауны, для хамама. Мы как раз 3 минуты здесь все осматривали. Пошли. Пошли. Вау, вау, маленький тренажерный зал. Вы человек спортивный? Да. А чем вы занимаетесь? Ой, а это что такое? Я люблю джоггинг и йогу. Сколько раз вы можете отжаться? Я не знаю. Ну, приблизительно. Раз 20. А вы помните самого мотивирующего клиента, которого встретили за всю вашу карьеру? Имя называть, конечно, не нужно. Просто расскажите, кто это был. Да, помню. Это одна дама, очень богатая, сама заработавшая состояние. Она сотрудничает с множеством компаний, и у нее на самом деле очень много работы. И несмотря на это, при всем этом она справляется с детьми, она мать-одиночка. И она всегда улыбается, всегда в хорошем настроении. По-моему, это очень впечатляет. Мужчины, конечно, тоже бывают незаурядные, но женщина...
Она успешно работает, и у нее хватает сил на семью. Это производит очень сильное впечатление. Она сильная, и ее пример вдохновляет и мотивирует. Я, конечно, не могу ее назвать, но она один из моих крупнейших клиентов. Павел, а теперь я хочу вас познакомить со своими успешными клиентами. Это прекрасные люди, у них по-настоящему процветающий бизнес. Они арендуют виллу, и я хотел бы вам показать. Вау, кто она? Прекрасная девушка, бизнес-леди, self-made. Она сама построила свой бизнес с нуля. Она сама сможет рассказать об этом больше. Привет, ребята! Здравствуйте, Изабелла. You speak Russian? Я понимаю. Я не говорю, но я все понимаю. Wow. Hi, guys. У меня один вопрос. Это ваша машина? Только это? А Бугатти? Моего друга. Какая красивая. Спасибо за приглашение. Давайте пройдем, выпьем чего-нибудь. Водки, русской водки. У меня только шампанское. Привет. Меня зовут Павел. Меня Изабелла. Изабелла. Да. Кто вы, Изабелла? Просто полька, которая живет в Монако. А, так вы родились в Польше? Да. И вы переехали в Монако. Да, раньше я жила во Франции, в Париже. Я училась в Сорбонне. Я изучала историю искусств. Потом я открыла бизнес после учебы в Сорбонне. Бизнес в Абу-Даби. Потом я вернулась в Польшу. А теперь я живу на юге Франции. Некоторые, кто будет нас смотреть, скажут: понятно, красивая девушка. Ее обеспечивает какой-то мужчина. Неудивительно, что у нее все это есть. Это так? Да, на самом деле люди говорят про меня гадости. Когда мне было 16 или 17 лет, нет, 20, я думаю, это началось, когда я переехала в Абу-Даби. И когда видели меня, блондинку, про меня стали говорить, что я занимаюсь чем-то неприличным, вроде эскорта. Я к этому привыкла. Люди навешивают ярлыки, словно помещают тебя в какую-то ячейку, особенно, когда ты молодая и хорошо выглядишь. Красивая или средней внешности блондинка, иностранка. Люди определяют для тебя ячейку, создают в своем представлении твой образ. Так легче для их понимания. Слава, почему ты здесь? Я здесь как политический беженец. В России у меня были проблемы небольшие. Вот. Пришлось покинуть страну. Вот. Нелегально перешел границы и добрался до Парижа. Все нелегально. Вот здесь попросил убежище. И, насколько я понимаю, тебе пришлось жить не в самых лучших условиях. Да, я когда приехал, мне было негде жить, поэтому пришлось сквотировать здания. Что сделать? Сквотировать дома, то есть занимать пустующие здания. Вот. С разной степенью успешности, так сказать. Да, то есть были разные случаи, были и более успешные, когда я там занимал дом, там прожил в нем 2 года, прежде чем меня... Подожди, что значит 2 года? Это ты залазишь в дом, который пустой, ты занимаешь его и живешь там 2 года? Бесплатно, соответственно. Ну, как бесплатно? Суд может присудить штраф. Но другое дело, что это может выйти дешевле, чем снимать все равно. И не факт, что тебе этот штраф присудят. А если присудят, не факт, что его с тебя смогут взыскать, если у тебя ничего нету. Вот. То есть, ну да, ты занимаешь дом, если ты там прожил 3 дня и можешь это доказать, что ты там находишься 3 дня, то
тебя так просто выселить не могут. То есть уже нужно выселять через суд, и это может затянуться на год или на 2. То есть если я сейчас залезу в чью-то чужую квартиру, где на данный момент никого нет, и смогу подтвердить, что я там провел 2 дня, то меня не могут выселить? Есть много нюансов. Если это чье-то основное жилье, то нет. А если это пустующее жилье, тогда да. Ага. Какой у тебя был самый неудачный случай, когда ты в чужой дом залез? Было 2 таких самых неудачных. Один это когда заняли дом, честно, там прожили 3 дня, вывесили баннер, на котором написано, что вот, мол, мы тут живем. Вот. Оказалось, что владельцы дома, там какой-то местный турк, он просто собрал толпу турков, и они нас оттуда выгнали силой. То есть взяли дом штурмом, снесли дверь, баррикады и... Вот. Побили вас, что ли? Нет. Просто вытолкнули? Я сам удивился. Когда дверь ломали, я думал, что... Все уже, да? Да. Вот. И что, они просто схватили, выкинули, все? Да, начали нас выталкивать. Там на улице парам сели, что-то поругались, и приехала полиция, и все. Вот. Другой случай, более эпичный, когда нас выселяла непосредственно полиция. То есть это когда... Было как раз, когда я только приехал во Францию. Представим себе такую ситуацию. Кто-то сейчас в самом начале пути. У человека нет бизнеса, ничего нет, но он горит желанием. Ему хочется завести бизнес, но он не знает, что ему делать, с чего начать. Каков должен быть его первый шаг? Что вы можете порекомендовать в качестве первого шага? Не беспокойтесь из-за того, как пойдет процесс. Не бойтесь, что у вас не получится. Не думайте, что те, кто занимается этим бизнесом, лучше вас. Некоторые лучше, например, Илон Маск или Стив Джобс. Люди нового фейсбучного поколения, которые так быстро поднялись. Просто возьмите и попробуйте. Попробуйте. В конце концов, что вы теряете? Попробуйте. Может быть, получится, а может и нет. Если вы потерпите неудачу и не станете делать из этого трагедии, то можете начать снова. Это тот процесс, который идет в вашем сознании. Попробуйте, и, возможно, у вас получится. Если вы в хорошей стране, где нет особых проблем, вы можете делать, что хотите, можете пробовать. Это возможно. Здесь никто не может прийти сюда и сказать: «Нет, вам нельзя заниматься бизнесом». Если хотите заниматься, сделайте то, сделайте это и заплатите тому человеку. Во Франции, и я за это благодарен своей стране, если я хочу открыть бизнес, я могу это сделать. Мне не нужно у кого-то спрашивать разрешения, искать каких-то особых людей, платить кому-то деньги. Я просто могу основать свой бизнес и делать, что захочу. Единственное, что я должен делать, это платить много налогов, потому что во Франции мы должны платить налоги. Так что этому человеку, который хочет открыть бизнес, я скажу: просто попробуйте. Попробуйте и думайте. Поступайте правильно, и тогда все получится. Я хочу понять, в чем разница между французами и людьми в других странах. Французы любят богатых. Как во Франции относятся к богатству? Французы открыты, они относятся благожелательно? Вовсе нет. Я не знаю, может быть, я слишком строго сужу о своей стране, но во Франции это сложно. Видите ли, как бы это объяснить по-английски, то, как люди смотрят на тех, кто добился успеха? Это всегда недоверие. Он, наверное, чей-то сын, он мошенник. Если у человека есть деньги, то это вызывает подозрение. Здесь не так, как в Штатах. И иначе, чем в Англии. Люди всегда думают, если ты успешен, то ты, наверное, делаешь что-то подозрительное. Такое мнение очень распространено. И поэтому некоторые в нашей стране опасаются ездить на таких машинах, потому что не хотят вызвать осуждение. Смотрите-ка, у него Порше, у него Феррари, что с ним не так? И могут машину поцарапать. У нас во Франции такой менталитет, и это определенно проблема. И я думаю, что люди здесь во Франции любят комфорт.
Да, конечно, надо устроиться на работу. Мне приходится работать, но я хочу иметь свободное время. Я не хочу перерабатывать. Я хочу отдыхать в выходные, гулять, ходить в кино. Нельзя сказать, что это плохо. Но вы критикуете тех, кто добился успеха. Если бизнес не ваш конек, живите по-своему. Если хотите сидеть дома, сидите. Но, пожалуйста, относитесь с уважением к людям, которые создают благополучие этой страны. Потому что мы платим много налогов. Многие работают на эти налоги. Госслужащие, работники системы здравоохранения, полицейские. Благодаря нашему труду люди живут благополучно, и, по сути, мы делаем эту страну такой, позволяя ей функционировать. Я надеюсь, что французы изменят свое отношение к людям, которые делают деньги. Заняли дом в пригороде. То есть дом довольно большой, хороший, 3 этажа, комнат 15 там, наверное, было. Вот. И он был пустой? Да. Нас 4 было, все русскоязычные. Заняли дом, прожили там 3 дня. На 4-й день раздается стук в дверь. Мы выглядываем. Там стоит агент по недвижимости и какая-то женщина, видимо, клиент, покупатель. Вот. Агент по недвижимости такой смотрит на нас, не понимает, что происходит, спрашивает, что вы тут делаете? Мы говорим, живем. А почему вы тут живете? Потому что дом пустой, потому и живем, типа. Вот. Он вызвал полицию, там тоже приехали полицейские. Это вот первый раз, когда здесь во Франции столкнулся я с полицией, у меня был культурный шок, потому что, я тоже только приехал с России, у меня там свое преследование полиции, а здесь приезжают такие ребята, такие хипстерские прически, татуировки, белые рубашки. Вот. Приехали, смотрят, тоже спрашивают, что мы тут делаем. Вот. Говорим, мы тут живем 3 дня, закон нам позволяет здесь находиться. Вот. Но они просят доказательств, у нас их особо не было, мы только приехали, еще плохо понимали. Разбирались. Да. То есть вот. А доказательство может служить, например, там чек из доставки, да? Например, это плохое доказательство. Лучше, например, контрактное электричество или что-нибудь в этом роде. Говорят, мол, если вы не предоставите доказательства, мы сейчас вызываем подмогу и будем вас выселять. Мы говорим, вызывайте, в общем. Смелые вы ребята. Да, я говорю, я в России занимался всякой деятельностью. У меня в этом плане опыта достаточно. Тут у меня культурный шок случился 2-й раз, потому что проходит полчаса, и под окнами нашего дома съезжается просто куча полицейских машин. Из них выходят тоже полицейские все как на подбор хипстеры в белых рубашках, там солнцезащитные очки, хипстерские прически, татуировки. И они выходят и начинают целоваться друг с другом. То есть это французское приветствие, когда люди встречаются. Подожди, полицейские такие? Да. То есть просто съезжает куча машин, мы смотрим из окна, они выходят у нас под окнами. В общем, просто... Группа СВАТ подъехала! Сейчас, подождите. Да. Ой, ты! Да, вот примерно так. Я только во Францию приехал, вообще не понимаю, что происходит. Привет, вы здесь живете? Это ваш дом? В каком-то смысле, да. Что значит в каком-то смысле? Когда ты называешь это домом, это странно. Но это сейчас моя единственная возможность. А сколько вам лет? 52 года. Почему вы живете на улице? У меня была комната на площади Сталинграда, где я год прожил со своей подругой. Потом возникла проблема с оплатой. И я потерял свою комнату. И с тех пор я здесь.
И, по-вашему, жить на улице — это нормально? Что вы чувствуете в связи с тем, что живете на улице? Когда я думаю о людях, у которых нет крыши над головой, это нехорошо. Но это моя единственная возможность. Вы кажетесь хорошим человеком. Вы открытый, не озлобленный. Да и разговор у нас вроде бы нормальный. А кто вы по профессии? Профессия? Я по нескольким профессиям работал. Я работал помощником ветеринара, работал в пекарне, много где еще. Какие у вас планы на будущее? Вы рассчитываете решить эту проблему? В настоящий момент у меня есть работа, и это для меня важно. И я надеюсь изменить эту ситуацию. Потому что сначала так жить может и забавно, но со временем утомляет. И трудно удержаться в профессии. Вы смотрели наши ролики? Да. Я видел ваши ролики, и меня беспокоило то, что меня используют в качестве примера богача. Что будут сравнивать богатых людей и тех, кто испытывает лишения, у кого ничего нет. То есть, что богатый человек должен будет показывать, какой у него успех, сколько денег. Но у меня другая позиция. Я не испытываю неуважения к людям, у которых этого нет. Я уважаю их и рассчитываю на уважение с их стороны. Потому что я не родился с этим успехом. Мне ради него пришлось много и тяжело трудиться. Иногда тебе везет, иногда нет. Но я не сдаюсь, а продолжаю свое дело. И я беспокоился, что будет сравнение с бедными людьми и будет создаваться ужасное впечатление. У меня нет оснований извиняться за мой успех, за успех нашей компании. Но мне жалко тех, кому не удалось преуспеть. Не всем удается так продвинуться в жизни. К несчастью или к счастью, это капитализм. Такова система. Мы живем не при коммунизме. Это при коммунизме все равны. А здесь существует неравенство. Такова жизнь. Здесь наш бизнес, 95% автомобилей, продается французским бизнесменам. Мы не продаем машины в Дубае или в США. Мы не продаем в Россию. Наши покупатели — местные бизнесмены. Им 40, 50, 60 лет. Они работают как каторжные, и их единственная мечта, единственная награда — купить автомобиль и с ветерком прокатиться в воскресенье. Такие уж мы люди. У нас есть страсть. Мы работаем. Наши клиенты, они действительно работают как каторжные. А потом они приезжают к нам. И это для них звездный час. После всей этой адской работы они покупают такую машину. Они ставят ее в гараж. Потом они долго ее не видят, потому что возвращаются к своей работе. Покупатели не говорят: «Хочу эту машину, хочу ту». Дайте пару. Такого никогда не бывает. Иногда мы торгуемся за 1000 евро, когда продаем машину за 300 тысяч. Мы торгуемся. Покупатель просит сбросить цену. А мы говорим, что нам тоже надо заработать. Иногда выбор определяет разница в цене в 1000 евро. Никто не приходит сорить деньгами, не показывает, что ему все равно, сколько платить. Во всяком случае, здесь так. Может быть, где-то бывает иначе. Сейчас мы снимаем ролики для YouTube. Это новая технология. Давайте представим себе, что этот ролик нас переживет, сохранится на 55 тысяч лет. Иногда люди хотят знать, а как жили их предки. И они найдут это видео. Давайте представим себе, что в вашем распоряжении 1 минута, и вы можете передать потомкам послание. Все, что хотите им сказать. Что вы им скажете? Честно говоря, это непростой вопрос. Я думаю, мое главное послание
Старайтесь быть хорошими людьми. Дать определение, что такое хороший человек, сложно. Но надо учиться, читать и стараться делать все самое лучшее, что можешь, изо дня в день. Я знаю, что это нелегко. Иногда жизнь хочет внести свои коррективы. Но к концу жизни человек оглядывается, чтобы посмотреть, что он оставляет после себя. Старайтесь каждый день совершать поступки, которые в глубине души считаете хорошими. Поддерживайте связи с родителями, с окружающими вас людьми. Act right. So I don't know how to say it's complicated, and I will say them hello, or also no, I don't know. Complicated to answer. Thank you. You're welcome. Ну и картина, в общем, толпа этих полицейских лезут через забор. Две женщины выбивают двери, одна ворота гаража, вторая входную дверь, а мужчины вот этих хипстеры в белых рубашках такие стоят и смотрят просто. Женщина, которая выбивала ворота гаража, такая мощная была, и мы видим, что они, гараж просто не устоит. То есть входная дверь там нормальная, укрепленная, а гараж, там ворота, они просто развалятся. Мы спустились, навалились вчетвером на этот гараж и чувствуем, что Женщина справа. просто ходит, под нами эти ворота. Мы там укрепили, перенесли там еще батареи туда, укрепили. Ворота лучше, поднимаемся. Начинаем закрывать ставни на вторых этажах, чтобы они не залезли через окна. Полицейские мужики, которые там стоят, смотрят, как женщины выбивают. Дубинками по ставне постучали, показали нам, не надо этого делать. Мы такие, ты что, все равно закрыли. Они ничего не сделали. Там был задний двор. Мы идем к окнам на задний двор, чтобы закрыть ставни, и видим, что там уже высыпают тоже отряды полицейских с лестницами, все в белых рубашечках. Мы начинаем захлопывать ставни, но на одной повисает, полицейский. То есть там как прыгать с соседнего крыльца, и вот так висит, на ставне. Выглядит еще так по-доброму, не знаю, как эти... Если смотрели старые французские комедии, как такой инспектор выглядит. Да. Такое доброе лицо, седой, такой подтянутый. Висит на ставне. Мы такие, что будем делать? Походу все, Мы говорим, давайте уходить. Я ему говорю на плохом французском, как на тот момент мог, что мы выход. То есть мы выходить, Ага. Он висит на ставне, такой кивает, что да, выходите. Мы открываем ставни на основной вход. Кричим этой комиссарше, которая там ворота уже ломает вовсю, что мы выходить, Она уже в раж вошла, видимо, и кричит просто поздно, и продолжает, Чем же закончилась эта история? Сломали они ворота, поднялись к нам на второй этаж, вывели нас, то есть... наружу, там армия полицейских, нас отцепляют, тем временем пробивают, если у нас там договор с электрокомпанией, можно ли нас в чем-то обвинить и так далее. Может, мы там правда не живем. Я думаю, нам очень повезло, потому что начали выходить соседи, жители улицы, там тетушки какие-то соседних домов, и кричат полицейским, что вы делаете, зачем вы их задерживаете, этот дом вообще стоял пустой, кому было бы хуже, если бы они там жили. Полицейские стоят, не знают, что делать. И тут я считаю чудом, потому что с соседнего дома выходит умственно отсталая девочка, такая кривая, в чепчике, и у нее там чуть ли не слюни текут. Выходит, смотрит на нас, смотрит на полицейских и проходит через полицейское ограждение к нам. Полицейские, не знаю, что делать, отворачиваются от нее, никто не видит. Она подходит к нам, смотрит на нас, потом проходит к этому дому, к выбитым воротам гаража, заглядывает внутрь, Потом снова оборачивается, смотрит на нас, на полицейских, и начинает реветь, просто орать, кидаться на полицейских и отталкивать их от нас. Ужас какой. Это точно ты не придумал? Точно, есть фото. Кошмар. Ладно. Здесь история закончилась или что там есть еще? В общем, полицейские, они не знали, что... не знали, как реагировать. В итоге нам просто сказали, что, сквотировать дома — это плохо, так что давайте вы сейчас уйдете без насилия, без всего, никакой тюрьмы, никакого насилия, просто уходите. А правда, что вы self-made бизнес-леди? Да, это так. Но вилла, на которой мы находимся, принадлежит моему бойфренду.
Я пока не настолько богата, чтобы такое купить. Может быть, как-нибудь попозже я на такое заработаю. Но сейчас я живу на этой прекрасной вилле, а на парковке стоит Бугатти. Но они не мои. Okay. А вы можете рассказать про свой бизнес? Чем вы занимаетесь? Я владелица ювелирного бренда. Наши изделия ручной работы — украшения из золота и полудрагоценных металлов. Я их делаю уже более 2 лет. А до этого я была владелицей ночных клубов и ресторанов. Они были популярны и давали много денег. Но через 5 лет, когда я была на 8-м месяце беременности и уже одна, рассталась со своим бойфрендом. И я решила продать свои доли в бизнесе, потому что с ребенком невозможно работать в режиме 24/7. А чтобы ночной клуб работал, от владельца нужна именно такая отдача. Для руководства требуется 100% вашего времени. А я знала, что как молодая мама не смогу так работать. Почему вы решили открыть собственный бизнес? Многие девушки не хотят сами зарабатывать, а рассчитывают на мужа, на бойфренда. Вы из России, да? Многие девушки так настроены, в том числе и в России. Это менталитет Восточной Европы. У меня такое мнение. Потому что в Восточной Европе из девочки обычно воспитывают хорошую жену, учат быть милой, создавать приятную домашнюю атмосферу, заботиться о детях. Это все очень хорошо. Хорошо иметь ребенка, безопасный дом, наполненный любовью. Но в Польше произошел сдвиг менталитета, сдвиг в сторону Запада. И сформировался совсем иной подход к жизни. В Польше стали воспитывать в девочках независимость, учить их не полагаться на мужчин. Я с самого начала исходила из того, что могу полагаться только на себя. И еще на меня повлияла моя семья. В детстве у меня не было всего, что бы мне хотелось. Мне всегда было нужно от жизни что-то большее. И я знала, что позаботиться об этом я могу только сама. Если нужно сделать выбор, я его делаю и добиваюсь своего. А ваше детство? А вы росли в бедной семье? Семья была не бедная, но были разные периоды. Одно время у нас было хорошее финансовое положение, но были периоды, когда мы не могли позволить себе ничего лишнего. Денег хватало только на самое необходимое. И такие финансовые качели создавали у меня уже в детстве ощущение финансовой уязвимости и тревожили меня. Я сказала себе, что никогда не поставлю себя в такую ситуацию, когда у меня не будет денег в банке. Мне никогда не придется волноваться о том, что я буду завтра есть. А сейчас вы владелица компании, живете в прекрасном месте, у вас хорошая машина. Уже можно остановиться на достигнутом и просто жить. Нет, мне этого недостаточно. Вы что, хотите себе самолет купить? Нет, мне самолет не нужен. Еще одну машину? Почему вы работаете каждый день? Что вас заставляет? Честолюбие, амбиции и что-то в моей душе. Я просыпаюсь, встаю и хочу заниматься делом. К настоящему моменту я создала 2 успешные компании.
У меня в планах открыть еще 2 компании. Мне на самом деле нравится то, чем я сейчас занимаюсь. И у меня есть еще 1 проект. Но я должна сначала разобраться с тем, что уже запустила. И я не думаю, что эта деятельность когда-то закончится. Во мне живет страсть. Я хочу действовать. И человек работает не для того, чтобы достичь какого-то предела и остановиться, а потому что ему нравится. И проект, который я развиваю, меня увлекает. У некоторых бывает мечта дойти до какой-то цели, на этом остановиться. И дальше только валяться на пляже, объедаться деликатесами, и на этом все. Вы могли выбрать такое решение прямо сейчас. Но это, как я понимаю, не ваш выбор. Вы сказали про честолюбие и амбиции. Что это значит для вас? Я думаю, что это то, что у вас в душе. Во-первых, это то, что заложено в детстве в семье. Сформировалось в результате того, как вас воспитывали. Это то, что невозможно изменить. Амбиции у кого-то есть, а у кого-то их нет. Либо у вас есть силы, чтобы встать утром и постараться сделать что-то полезное. Или у вас другой тип личности, совершенно немотивированный. И достижение не ваша тема. А какую вы сейчас нашли работу? В моем положении выбирать не приходится. Мне не до приоритетов. Мне бы хотелось работать помощником ветеринара. Что-то вроде этого. А так, уж что удалось найти. У вас есть какая-то мечта, что бы вам хотелось в будущем? Да, да. Речь не идет об утраченных иллюзиях. У меня есть свои планы. Я хочу, чтобы у меня было свое маленькое пространство. Это мой приоритет. Извините, я не понял. Можете объяснить поподробнее, пожалуйста? У меня не сложилась определенная картина того, что я хочу. Не знаю, какую форму это примет. Почему? Потому что ситуация меняется. Богатые люди говорят, что у человека должна быть мечта, что надо понимать, чего ты хочешь достичь. Да, я согласен, правда, надо. Стать богатым — это один из приоритетов. Это так. Что вы сейчас чувствуете? Вы о чем? Ну, вы счастливы или вам грустно? Я имею в виду не в данный момент, а обычно. Что вы ощущаете? Мне бывает печально. Но я сам себе нравлюсь, когда я настроен более бодро, когда испытываю какой-то энтузиазм. Мне бы хотелось немного измениться. С какой мыслью вы просыпаетесь? О чем думаете по утрам? Я чувствую надежду. Думаю, что, может быть, появится шанс. Я думаю, что наступил день. Пришло время. Моя ситуация изменится. И эта мысль бывает у вас каждый день? Обычно, да. Сколько ты здесь живешь уже? 4 года. Ты 4 года? Да. Но ты по-прежнему, вот как ты говоришь, скаутишь, или как это называется, дома? Скаутировать? Да, скаутировать. Нет, мне место в общежитии выдали. Спустя 4 года. А сколько ты вот так жил в чужих домах? Ну, получается, года 3-4. Года 3-4. А чем ты сейчас занимаешься? Вот какая твоя деятельность? Сейчас? Да. Сейчас учу французский. Ага. Ну, у тебя какие дальнейшие планы? Ты хочешь здесь жить? Хочешь здесь работать или как? Ну, сейчас, думаю, как курсы окончатся, возьму профессиональные курсы. Ага. Вот, по программированию есть хорошие курсы для беженцев. Угу. Мне в одной беженской конторе дали контакты. Угу. Вот. Понял. А на что ты живешь? Как ты зарабатываешь? Пособие. Тебе правительство местное платит пособие. А сколько? 564, плюс проездной, плюс медицинская страховка, плюс бесплатный проход во все музеи. А этих денег хватает, чтобы здесь жить?
Если снимать, то нет, этого не хватит даже на съем. Но если есть жилье, то, ну, вполне. Ну, учитывая, что медицинские расходы оплачиваются, проездное оплачивается. Ага. Слушай, очень интересно. Ну, а как ты себя в этом ощущаешь? Что, ну, ты вот в таком положении в жизни находишься? Что ты вынужден жить за пособие государства? Ну, само положение беженца, то есть вынужденная миграция, да, то есть когда ты этого не убираешь, это вот, ну, первые пару лет было очень сложно, ну, и материально, и когда ты просто на улице в чужой стране оказываешься, и тоже там и морально, и материально. Вот. Сейчас привык, уже адаптировался. Но ты в перспективе, как ты думаешь, ты сможешь преодолеть этот этап и начать там более полноценную жизнь? Ну, думаю, да. Ну, я говорю, у меня сейчас планы вот взять местные правкурсы. Типа. Окей, а вот ребята, с которыми ты вместе все это дело орудовал, так скажем, они чем занимаются сейчас? Да, по-разному. Ну, кто-то там тоже на скотах живет до сих пор. Вот, кто-то в провинции давно уже не видел. Ну смотри, я думаю, что в комментариях некоторые люди скажут: ну окей, ладно, там какие-то внешние обстоятельства, причины, государство и прочее. Но ты взрослый мужчина, да, или твои друзья. Ну, могли бы найти здесь работу, там, как-то устроиться, начать реализовывать себя. Я думаю, разные причины. Например? Ну, кому-то это, может, и не нужно. У кого-то, ну, действительно, там сложная ситуация, то есть люди могут находиться в ситуации после пыток, там, или там в состоянии, ну, там, ПТСР, там действительно очень сложно. И... Это тяжелое психологическое состояние, в первую очередь. Да. Это может длиться несколько лет, занимать, пока ты в себя придешь. Окей. Ты сейчас в каком состоянии? Я в нормальном. Ты в бодром, хорошем? Да. Нет таких вот психологических переживаний и так далее? Сейчас нет. Окей. Но и получается, из этого ты уже можешь двигаться вперед, учиться, и, надеюсь, ты сможешь построить какую-то карьеру и так далее. Да. Окей. Как ты думаешь, сколько тебе потребуется на это время? Курсы, которые я хочу взять, длятся 7 месяцев. Я хочу спросить, как вы понимаете, что людям нужно? Например, я расскажу вам историю, как я создала свой бренд. В моей жизни наступил очень тяжелый момент. Меня бросил жених, и я была беременна. А у нас с ним был общий бизнес. Вау. Это был совместный бизнес, и все мои деньги оказались заморожены. И у меня было тяжелое психологическое состояние. Я всюду искала помощи. Обратилась к психотерапевту, занималась йогой, чуть ли не ходила к знахарям. Я искала способ справиться со своими эмоциями. И в итоге мне помогли полудрагоценные камни. Я почувствовала, что они наделяют меня какой-то силой, энергией. И я стала скупать эти камни, держала их у себя в сумке. И я поняла, что мне нужны украшения, потому что мне надо было всегда иметь их при себе. Мне хотелось носить эти камни, а не прятать в сумке, потому что они очень красивые. И я стала искать украшения с полудрагоценными камнями. Но изделия с такими камнями мне не подходили. Это были грубые серебряные поделки или бижутерия из совсем уж никудышных материалов. А я ношу только качественные, ювелирные украшения. Я отношусь к ним как к инвестициям. Ювелирные изделия — это всегда надежное вложение. Если я ношу ювелирные украшения, они всегда из верхнего ценового сегмента, всегда высокого качества.
и они никогда не теряют ценности. Но в этом сегменте нет изделий с полудрагоценными камнями. В нем всегда используются бриллианты, другие драгоценные камни. Никто не выбирал полудрагоценные. И представьте себе, эта ситуация в прошлом году изменилась. Ювелиры стали использовать самоцветы в своих коллекциях. Они стали появляться на показах мод. И я создала такие ювелирные изделия. Я сделала одно ожерелье. Эти кольца тоже вы делали? Да, я ношу все свое. Красивые. Спасибо. Итак, я сделала одни бусы для себя. Потом подруга попросила меня сделать и ей. Потом подруга подруги попросила и ей сделать. И после того, как набралось 10 человек, 10 девушек, которые горели желанием приобрести такие бусы, я сказала себе: людям это нравится, значит, будет спрос. Раньше мне в голову не приходило создавать ювелирный бренд. Но возникла возможность, и я поняла, что обязана это сделать. И через несколько месяцев я открыла новую компанию. Некоторые посмотрят этот ролик и скажут, как ей легко все дается. Она красивая, живет в Монако, ездит на Бали. Ей пришла в голову идея, и она сразу стала выпускать ювелирку. Ей все дается без усилий. Но вы сказали, что переживали трудный период. В вашей жизни были тяжелые дни. Вы были беременны, и жених вас бросил. Да. И у вас не было денег, вернее, они были заморожены. Мы можем об этом немного поговорить? Да, конечно. Расскажите нам про самый худший день в вашей жизни. Худший день в моей жизни? Да, что это было? Вы действительно хотите это услышать? Это было за месяц до выпускных экзаменов в школе. И в этот день мой брат покончил с собой. И наша мама, когда узнала, слегла. Это был не день, а целый год или 2 года в моей жизни. Мне было 18 лет. И настал момент, когда я должна была принять решение. Либо мне оставаться со своей семьей и делать то, что они от меня хотят, то есть жить с ними и помогать выбраться из психологического кризиса. Ситуация в доме была катастрофическая. Все время плакали и не думали о будущем. Либо в этот момент я могла подумать о том, как построить свое будущее. А я хотела бороться за свое будущее. И я решила уехать во Францию, поступить в Сорбонну. Хотя бабушка уговаривала меня остаться, поддержать отца, помочь ему преодолеть боль, которая нас всех терзала. Ужасная дилемма. Да, но я знала, что если я останусь, это ничего не изменит, и всем будет только хуже. Вы должны были поступить как хорошая девочка, да? Согласно стереотипу хорошей девочки. Но я решила уехать, и сейчас у них все прекрасно. У мамы все хорошо со здоровьем, и она вылечилась от рака. И мы все счастливы. Я думаю, это решение далось вам тяжело. Потому что многие в такой ситуации хотят поступать так, как ожидается от хорошей девочки, хорошего человека. Хорошая дочь должна помочь семье, и в каком-то смысле это хорошо. Но вы сделали выбор в пользу своей личной жизни. Это весьма непростое решение. С этой проблемой сталкиваются все работающие мамы, и я должна выбрать. То ли развивать свой бизнес и сконцентрироваться на работе, то ли посвятить себя ребенку, который хочет, чтобы мама была с ним все время. И тебе хочется посвятить себя этому человечку, ребенку. Но с другой стороны, вы и работать хотите. Хотите идти к успеху.
Был ли у тебя вот за эти 4 года какой-то период, когда было эмоционально наиболее сложно? Да, да. Расскажи, пожалуйста, про самый тяжелый день День. или момент. Я думаю, это довольно личное, но в целом, я думаю, первый год пребывания здесь это в целом было очень тяжело, потому что это было сочетание большого количества факторов. То есть, когда у тебя рушится вся твоя предыдущая жизнь, опять-таки, когда ты проходишь пытки, там нелегально переходишь там все границы, там тоже по пути много всякого встречается, то есть, да. Сюда приезжаешь, здесь оказываешься практически на улице, и довольно много личных проблем. Это было, конечно, очень тяжело морально. Но первые полгода я там находил какой-то выход, потому что я начал усиленно учить французский, когда только приехал там заниматься спортом. Но ситуация ухудшалась, и вторые полгода пребывания здесь я не мог вообще ничем заниматься. Это было, было очень тяжело. То есть я не буду вдаваться там в описание эмоциональных переживаний. То есть, но было невозможно заниматься вообще чем-либо. И потом еще понадобилось время, чтобы вот из этого состояния выйти. Вот. А что помогло тебе выйти из этого состояния? Я думаю, много факторов. Во-первых, время. Во-вторых, я как-то сменил среду обитания, среду общения людей, с которыми... Здесь? Именно здесь стал с другими общаться людьми? Да. То есть полностью сменил среду общения, то есть как-то отказался от прошлого, не знаю, так можно сказать. Окей, первое, я услышал, это время. То есть если вдруг ты в плохом состоянии, в силу каких-то причин, у тебя свои были причины, кто-то будет смотреть на него свои причины. Во-первых, это время. Во-вторых, это поменять окружение тех, которые не продолжают ныть на те проблемы, с которыми ты столкнулся. А что третье? Второе, поменять окружение. Третье, опять-таки, у меня было много времени, я там как-то много переживал все это. И, как-то осмыслил там, опыт, который произошел тоже. Вот. И нашел какие-то новые здесь увлечения, новые... Интерес. Да. Это тоже нужно время, чтобы отказаться от предыдущей жизни и понять, что этого там никогда не будет. Там первые пару лет ты еще живешь там телом там находишься во Франции, но живешь там мыслями о России, то есть что о том, как туда вернуться и так далее. Ты же этого не выбирал, тоже эмиграцию, то есть и это довольно тяжело, то есть со временем смиряешься с тем, что где-то находишься и осознаешь, что я живу там в другой стране, это нормально. Окей. Супер. Спасибо, что рассказал. Мы тебе желаем как можно скорее вернуться в 1000% состояние своей жизни, обучиться, найти работу и уже выйти в новую фазу. Как Спасибо. Некоторые люди говорят, все, что происходит, оно к лучшему. Поэтому надеюсь, что через какое-то время ты все произошедшее у тебя будешь вспоминать как к лучшему. Лады? Давай, 5 тебе. Успехов тебе. Спасибо. Спасибо. А вы употребляете алкоголь? Не особенно часто. Иногда пиво. Не каждый день? Не каждый день. Одно время я многовато пил, когда жил на площади Сталинграда. Начиналось с 1 бутылки вина, потом стало доходить до 3 за день. И однажды я ими отравился. И последнее. Но это было давно, и потом я от этого отказался. Понятно. И последнее. Вы можете передать послание 1 миллиону человек.
Что вы хотите сказать? Я никакого сообщения не готовил. Я желаю вам, чтобы у вас были самые лучшие жены и семьи. Вы говорите по-французски? Нет, только по-французски. English, no. Может, вам друг переведет? Вы ему сможете переводить? Да. Как вас зовут? Что он говорит? Он говорит, что я его друг, и у нас, как это, вроде банды. Ваш друг употребляет алкоголь? Иногда. Например, сегодня. И каждый день. И каждый день. Я не знаю. А он один пьет? Не с вами? Нет. Спасибо. Спасибо. До свидания. Здесь 3 гостевые спальни, и при каждой, конечно, своя ванная. Терраса с видом на море. У каждого гостя должна быть своя терраса. Конечно, конечно. Как можно обойтись без террасы? Совершенно невозможно. Что такое? В каждой спальне есть сейф. Каждый гость может положить свои личные вещи, ценности. Эти комнаты выглядят лучше, чем номера во многих отелях. Это действительно так, но я думаю, что если не сравнивать цены, здесь жить приятнее, чем в отеле, даже в самом комфортабельном. И вы живете в доме, пользуетесь приватностью. Вы в западне. Дайте-ка я попробую. Приехал, значит, в гости к этому миллиардерчику. Пожил немножечко тут. Выходишь такой, у тебя персональная террасочка. Приватная. Маленькая, конечно, маленькая. Ну, что поделать. Приходится страдать. Ну, конечно, неудобно, когда такая терраса. Унизительно. Всего-навсего 3×3. Примерно как квартира некоторых людей. Давайте представим себе, какой-то мужчина или какая-то женщина смотрит этот ролик и видит эти невероятные виллы и поместья, и говорит себе: «Вау, это моя мечта, я хочу так жить». Но пока этот человек в самом начале пути, и у него пока не так много денег, но ему так хочется. В заключении, какое послание вы хотели бы передать этому парню или этой девушке? Я думаю, я бы сказал то же, что советует Белфорд Джордан, герой голливудского фильма «Волк с Уолл-стрит» в своей книге, и я думаю, это очень хороший способ. Он рекомендует. Предположим, у вас трудности, вы живете в тяжелых условиях. Отведите час в день, чтобы вообразить, что вы уже оказались там, где мечтаете, что вы уже достигли успеха, к которому стремитесь. Потому что, по-моему, если этого у вас еще нет, вы сможете это прочувствовать. Ощутить себя гораздо ближе к своей мечте, к успеху. И существует шанс, что если вы приложите колоссальные усилия, ваша мечта осуществится. Круто, замечательно. Спасибо за то, что уделили нам время. Поскольку мы снимаем это видео для YouTube, оно переживет и вас, и меня. И сохранится, может быть, на 500 лет. И если бы у вас сегодня была возможность посмотреть это видео со всеми прадедушкой или бабушкой, вы бы хотели его посмотреть? Если бы я дал вам возможность посмотреть это видео вместе с вашими предками, хотели бы? Конечно. Но мы не можем это сделать. Но, предположим, вы и я, мы из первого поколения, которое делает первый цифровой шаг. И я думаю, что ваши потомки, прапраправнуки, хотели бы понять, какими мы были.
Какая была их пра-пра-пра? They want to understand who it was, who she was. Yeah? И, предположим, они найдут это видео. And they want to understand. Beautiful idea. Yeah, Isn't it? understand? Давайте вообразим, что это произошло. That isn't true. И прямо сейчас вам дается 1 минута, чтобы вы передали послание своим прапраправнукам. Пожалуйста, смотрите в камеру. And send your Oh my message. God. There's one Я бы thing. сказала одну вещь, которую мне было так необходимо услышать от кого-нибудь, когда я была моложе. Someone when I was younger. Не поддавайтесь стрессу. Все обязательно сложится прекрасно. All going to be Верьте fine. в себя, и это принесет успех. And Не беспокойтесь о будущем. don't worry about Вот мое послание в будущее. Cool. Thank you. Give me a 5.